Когда можно начинать покупать биткоин? Разберемся в этом видео, посмотрим графики, я скажу вам свои точки входа и какие позиции я держу на текущий момент. Поэтому обязательно досмотри до конца, видео будет максимально интересным и полезным. Влепи ему лайк, подписывайся, а мы погнали. На канале месяц не было видосов, потому что абсолютно ничего не происходило. Последнее видео как раз таки был, почему биткоин не растет. Я говорил, что будет коррекция, показывал свою открытую позицию в BTC, и эта позиция успешно закрылась по тейк-профиту. Тогда цена BTC была 80 тысяч долларов, я сказал, что мы будем снижаться, и мы даже обновили вот этот лой. А давайте теперь берем графику и посмотрим на это все. А вот текущий график BTC, и мы видим, что позиция, которую я показывал вам в видосе, она успешно отработала. Это с 81 тысячи долларов до 71 тысячи долларов. То есть такая вот небольшая позиция, на 10 тысяч долларов упали, профит забрали 3,5% РР. Далее мы спустились еще ниже, такого прям жесткого сразу каскада продаж я не ожидал, но как бы ничего страшного, главное, что позицию закрыли в плюс. И сейчас мы обновили даже лой на 59, и мы доходили до отметок 59,300. То есть достаточно таки очень низко упали, и по сути мы формируем сейчас нисходящий канал. Давайте проведем этот канал, посмотрим, что у нас здесь происходит в этом канале. Бам, проводим такие вот две линии незамысловатые по 3 точкам и получаем канал. Мы видим, что мы пришли в буферную зону канала и получили от нее реакцию. Также мы здесь получали, здесь реакцию получали, здесь ложный пробой, спустились ниже, еще одну реакцию и уже на третий раз пробили и вышли опять же к верхней границе этого канала. Поэтому по 3 точкам строим нисходящий канал. И что у нас может происходить здесь? Смотрите, я вижу расклад примерно такой, что мы отсюда получаем какой-то возврат сюда. Если этот вот ордер блок отработает, то мы можем от него получить реакцию еще. Далее мы можем куда-то вернуться в зону 71-72. И уже вот от этой зоны сопротивления, отсюда набирать снова шорты с учетом того, что мы будем обновлять вот этот лой. То есть здесь мы в этой зоне 71-72 набираем шорты со стопом за край вот этой вот получается зоны сопротивления, за верхний край канала куда-то вот сюда, то есть 77, 76, вот сюда мы куда-то ставим стоп. И далее мы, скорее всего, будем продолжать опускаться вниз по этому каналу, снова к буферной зоне. И как раз таки здесь находится та самая зона покупок, про которую я вам говорил. Это 55-45 тысяч долларов. И вот от этой зоны здесь можно, в принципе, набирать позицию. Я также говорил, что вот вблизи этой зоны буду сам закупаться. И мы практически до нее дошли. Вот 59 мы касались. Моя зона все-таки покупок 55-45. И сейчас, смотрите, у меня включается такая эмоция, что, блин, а может мы даже ниже пойдем? А может здесь не закупать, а подождать еще ниже, там 30-ки? Но это заведомо обманчивое решение будет, потому что здесь уже включаются эмоции. Мы падаем, и кажется, что мы будем падать вечно. Так это не работает, поэтому, так как я эту зону уже давным-давно выделил, еще с момента, как мы были где-то здесь, вот когда мы здесь вот проторговывались еще, около 100 тысяч долларов, я говорил, что вот зона набора моя 55-45 тысяч долларов. И это коррекция с самого пика, посмотрите, с самого пика коррекция 56%, 65%. То есть это нормальная коррекция на медвежьем рынке, где можно набирать позицию. Текущая у нас ситуация такая, что у нас зашли фонды, которые тоже держат биток, компании, которые скупают биткоин, и поэтому биткоин не будет так сильно падать, как в прошлых годах. Да, в прошлых годах мы гораздо сильнее падали, можно посмотреть с пика до лоу, какие у нас были значения, 77. Но я не думаю, что в этом году мы прям настолько сильно упадем. Вот 55-65 это нормальная коррекция на медвежьем рынке. И вот как раз таки в этой зоне 55-45 я буду активно по DCA накупать биточек. Сейчас цены очень хорошие, можно по DCA сейчас покупать. Что такое DCA? Когда вы постепенно покупаете позицию. Купили там, допустим, на 50 долларов на одну неделю, второй неделе 50 долларов, третьей неделе 50 долларов. И так каждую неделю по 50 долларов покупаете. Можете сумму сделать меньше, можете покупать раз в месяц. Но сейчас цены тоже очень вкусно, чтобы набирать BTC в долгосрок, потому что то, что он обновит хай, будет выше 126, это уже, я в этом максимально уверен. Нельзя говорить, что 100% уверен, потому что это, опять же, вероятности, но с криптой ничего не произойдет, сейчас просто медвежий рынок, у нас была бычка, сейчас медвежка, рынки у нас постоянно меняются, бычка, медвежка, и это работает постоянно на любом рынке, поэтому сейчас ничего такого не происходит, BTC не скоманулся, там не произошло что-то ужасное, просто сейчас текущая ситуация гласит нам о том, что у нас медвежий рынок по BTC. И вот от этой зоны можно будет набирать позиции в долгосрок. Как я опять же вижу шорт, если мы приходим сюда, давайте я вам покажу эту шортовую позицию, я буду набирать ее на пропе и, возможно, еще на бирже где-нибудь наберу. Вот такую позицию вижу, то есть примерно 77. И тейк можно поставить вот 1 к 2, 1 к 3, в принципе, где-нибудь вот сюда вот этот тейк можно и расположить. У нас, видите, здесь ордер блок, здесь вот даже их несколько раз ордер блок, 2 ордер блок.
и от этих ордер-блоков мы, скорее всего, получим реакцию. Поэтому где-то вот на этом ордер-блоке можно поставить первый тейк. 55, ровненько 55, как раз таки ровные числа у нас крипторынок любит, поэтому здесь можно постепенно набирать позицию, можно двумя ордерами, допустим, 70, 71, либо там 70, 72, то есть двумя ордерами набрали позицию здесь шортовую. Естественно, не превышаем риски, не берем там большой сайз, потому что можем получить ложный пробой и потом идти ниже. Поэтому, соответственно, с риск-менеджментом 1% депозита, кто торгует больше, заходим в позицию и потом уже будем фиксировать профит. Опять же, посмотрим, как это будет все развиваться. У нас как бы пролив то открыли, то закрыли, опять куча манипуляций на рынке, это как бы нормально, когда Трамп у власти, поэтому как бы уже рынок к такому привык и более-менее себя адекватно ведет. То есть, в принципе, позиции очень максимально простые, очень легкие от торговки, по торговке. Поэтому как бы здесь ничего такого сложного, это обычный технический анализ, по сути, который очень хорошо отрабатывает сейчас. Опять же, на более мелких токенах там больше манипуляций, на более высоких токенах, более капитализированных токенах, там манипуляций меньше. Поэтому такие позиции я вижу на текущий момент. Зону покупки обозначил, позиции обозначил, поэтому будем ждать прихода к моей точке входа. И далее уже буду вам показывать эту позицию, открою при вас, может быть, даже на профи покажу, как я захожу. У меня есть два пропа на 10 тысяч долларов и на 5 тысяч долларов я сейчас прохожу. Поэтому, как бы, и на бирже еще, может, еще откроют позицию, поэтому все, буду держать вас в курсе. Если вы хотите получать самую актуальную информацию, подписывайтесь на мой телегу, ссылочка находится в описании. Там я пощу новости и какие-то свои мысли по рынку. Мне будет очень приятно вас там увидеть. А если вам видос понравился, обязательно скинь его другу, поставь лайк, не жадничай, поставь лайк и подпишись. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!